Друзья, всем здравствуйте! Хочу поделиться одним из своих текущих процессов и некоторые наблюдения, которые уже у меня сложились, потом некоторые моменты, которые хочется вам прям дать сразу здесь и сейчас, поскольку я уже шила плечевые швы и уже примерила на себя, да, то есть и у меня есть что вам сказать, много чего сказать. Я хочу, чтобы ваши изделия были лучше. Это касается и моих зрителей, и у девчонок, которые будут на своих каналах вязать в дальнейшем, там, на осень кардиганы, джемпера, свои жилеты, да, чтобы они все вот эти вот моменты эти учли. А у себя в телеграм-канале я весь процесс вязания этого кардигана публиковала, сколько рапортов, какая у меня ниточка. Сейчас я тоже здесь все продублирую, каким узором я вяжу. И тем не менее, вновь прибывшие все равно задают вопросы, потому что схема две на самом деле и на канале, и в телеграм-канале. Сразу про ширину. Значит, уже просачивается возможность платных вот этих закрытых групп. Возможно, просто авторы вяжут, да, ну, схема есть, чтобы не связать. Значит, вяжут, и что я вижу на выходе? Все, как и я, допустили ошибку, то есть кардиган потек. В итоге, что я получила? Я получила кардиган все-таки уже своих 55, потому что вот он лежит расправленный, он 56 сантиметров. Но когда я его на себя надеваю, само полотно начинает течь вниз. У меня изменилась длина, задуманная до проймы. Отделку я планирую какую? Воротник-стоечка, не как в оригинале. Вот эта резинка меня не устраивает там. И здесь, конечно же, ну, молния. Кстати, пока не забыла сказать, я отмечаю себе количество рапортов. Вот сейчас я подготовилась обрабатывать планочку. Я прям себе, вот смотрите, зеркально отмечаю. Вот здесь у меня столько кромочных петель, да, вот здесь у меня столько кромочных петель. Одинаково прям по косичкам считаю до самого верха, чтобы мне на каждом участке зеркально одинаковое количество петель поднять. Для того, чтобы, ну, никуда узор у меня не перекашивался. Также касается горловины. Когда я буду обрабатывать горловину, это будет у меня выполняться укороченными рядами. Соответственно, я тоже вот этот, чтобы изгиб хороший поиметь, я буду делать это все укоротами. Ну, я не призываю вас к тому, чтобы именно так заморачиваться по планке там, или с горловиной, или с проймой. И у меня здесь и скос проймы, и скос плеча, и там горловина, и все дела. И росток присутствует. Кстати, по поводу ростка тоже мне важно будет понять, и хочу здесь проговорить, что поскольку у меня здесь росток, мне нужно будет этот момент именно тоже проконтролировать, чтобы у меня со стороны спинки было больше петель поднято однозначно, иначе никакого смысла не будет в этом ростке, и он утечет, у меня уйдет куда-то либо назад, либо наперед, да, то есть здесь надо четко, ювелирно поднимать петли, здесь одно количество петель, по спинке это будет другое количество петель, дабы не сместить плечевой шов. Это вот такие моменты, на которые надо обращать внимание, даже если вы вяжете просто прямыми полотнами. Я не призываю делать скос плеча там и все такое, вот так вот морочиться, как я, не призываю. Кстати, в телеграм-канал кидала, описание попалось. Значит, просто прямыми полотнами там вязала девушка, и она там что-то с горловиной объясняла. Кому интересно, можете зайти и посмотреть. И тоже такой же вариант на ней. Значит, все это в облипочку. Со стороны спинки вот здесь более-менее нормально, а все, что внизу, оно прям вот по фигуре. Короче, что хочу сказать кратко, значит, как резюме, да, подведем. Не размахивайте вот эту ширину, во-первых, точнее, высоту высокой не делайте. У меня здесь 2 с лишним раппорта. Вот надо было прям 2 делать, и все достаточно. У меня нет стабилизирующего шва. Не знаю, хорошо это или плохо, поскольку все равно изделие потечет. Вернее, не изделие, а сам узор потечет. Это не то, что там мое рыхлое вязание. Это вот дырявость такая, что оно потечет. Что касается схемы. Значит, давайте так. Вот эту схему будем называть номер 1. Сейчас в телеграм-канале все вам прикреплю. Схема номер 1. Давайте так говорить. Поясню. Более дырявая. Чем она неудобная, потому что я по ней вязала и как бы все это прочувствовала. Когда вот скос плеча, вот это все вытворяла, то есть неудобно на чем, что количество петель в раппорте меняется. Это очень неудобно. Здесь изрядно пришлось головой посоображать. И не 1 час. То есть я не столько вязала, сколько у меня были подсчеты, счеты вот эти. Я не люблю так вязать, когда вот так вот сидишь. Вы извините, у меня листочки старые. Ну, я не выкидываю школьные тетради младшего сына. И вот это, вы представляете, сколько
вот эту макулатуру я истратила, мне жалко каждый листик. То есть тетрадки вот такие старые-старые, видите, они уже даже выцвели. Я не выкидываю никогда, они мне идут вот на всякие расчеты. Вот это вот, конечно, было очень муторно с этим, конкретно с этой схемой, где количество петель меняется. И на спинке у меня, значит, я закрываю это один ряд, по переду это у меня совершенно другой вообще ряд узора. В общем, вот в этом плане было неудобно. То, что количество петель меняется. Это было уловить, это вот, я говорю, я не вязала, я только сидела с этими расчетами, подсчетами. У меня прям идеально все вот сошлось по 40 петель на каждом плече, одинаково, прям вот узорчик, все везде сошлось. Но это очень тяжело, это, ну, либо человек умеет это сделать, либо не умеет. Мне, конечно, очень помогла моя выкройка в натуральную величину. Зашла к Ольге Кондратьевой, вспомнила, что у нее был такой ролик, что спинку я вывязывала укороченными рядами, то есть один раз отрывала ниточку. Я старалась максимально, чтобы у меня меньше всяких этих разрывов нити было. То есть у меня все цельновязано. Спинка цельновязанная, вывязывается вместе со скосом и с горловиной, с углублениями. Перед точно так же, тоже укороченными рядами, и поэтому у меня вот столько расчетов. Конечно, я передать вам вот это все не смогу. Оно никакого, во-первых, для вас смысла не имеет, потому что у вас свое количество петель, у меня свое количество петель. Вторая схема, чем хороша? Смотрите, там количество петель всегда будет в рапорте одинаковое. То же самое получается треугольник в треугольнике. Смотрите сейчас на экран, сейчас будет полотно, которое провязано по другой схеме, где количество петель не меняется. В телеграм-канале все вам закреплю и поясню. И мне кажется, он более удачный будет для вязания тем, кто все-таки повторит мой подвиг и будет какие-то скосы делать, проймы там, вот эти скосы, он будет поудобней и менее потечет, вот как мое полотно потекло. Значит, поняли, что два узора и удобнее все-таки для тех, кто будет морочиться со скосами, удобнее будет все-таки другой. Не тем, которым я вяжу, а который менее дырявый. Естественно, он меньше потечет, меньше провиснет и т.д. и т.п. И поудобнее с ним, вот, даже с той же горловиной, вы можете прямыми полотнами вязать, данный узор вас все равно обнимет любую фигуру, потому что он вот такой дырявый, и этот дырявый, и другой дырявый. Он все равно вас обнимет, но с горловиной-то все равно надо будет поморочиться, все равно надо как-то ее углубить, иначе, ну что это получится, какая-то щель или что, если прямые полотна. Поэтому здесь смотрите сами. Количество петель, где не меняется, мне кажется, он поудобней. Ну, немножечко такой менее дырявый получается. Значит, по ниточке вяжу я из артикула Джаз. Состав 100% хлопок. Цвет черный, метраж 240 метров на 100 грамм. От интернет-магазина Cozy Wool. Еще у меня вторая ниточка. Я изначально, вот полотно, которое у меня светлое, я вязала по другой схеме, где менее дырявая. Она, кстати, тоже очень хорошо смотрится. И думаю, что вот эту вот я все буду переделывать. Я уже, кстати, стирала, распускала один раз. Сейчас еще раз буду распускать. Я такая вредная, да, еще раз распущу. И пусть меня ниточка потерпит, но зато я на выходе получу то, что я хочу. Я вот такая вредная, да, задерживаю там все свои процессы. У меня в голове очень много процессов. Много пряжи лежит, которые ждут своего часа. Но пока вот прям вот заморочилась я вот с этим. Вот эта ниточка тоже очень хорошая. Сейчас ее назову. Эта ниточка 70% хлопок, 20 акрил, 10 ПА. Мне, кстати, больше даже вот такой состав нравится. Почему? Ну, как бы более стабильная, что ли, когда немножечко акрила есть, и там вот такого. Здесь у меня 180 метров на 100 грамм, цвет бежево-золотой. У меня 455 в чистом весе, без конуса. На что мне хватит, я не знаю. Я подумала так, что я из этой ниточки буду расширяться сильно. Уже все вот эти моменты я продумала. И если мне на рукава не хватит, я буду видеть уже по полотну спинки и переда, значит, просто у меня будет жилет. Я так решила. Артикул Атона называется. Есть еще там другой артикул с метражом в 200 метров. Она будет не сильно отличаться от моей. Здесь 180 метров, там 200 метров. Да, если кто-то думает, что я кого-то склоняю к каким-то дорогим покупкам, совершенно нет. Совершенно все в точности наоборот. Бобинная пряжа, она всегда будет экономичнее по расходу, это раз. Во-вторых, она бюджетная. Здесь хлопок и
Он, по-моему, 2,40, если я не ошибаюсь. До 4 рублей он, как правило, в интернет-магазинах стоит. Причем это вот у меня вот этот вот артикул, ну, идеален к черному цвету. Я считаю, что и этот артикул просто идеален для вязания вот таких вот классных кардиганов, да, каких-то ажурных. Значит, все ссылки, явки и пароли вам оставлю в первом комментарии, как обычно, да, и под видео также. И еще задают вопрос часто вот про эту горловину. Нет, это не фабричный набор, никакого отношения это не имеет к фабричному набору. Значит, в кардигане у меня здесь куцый вот такой, ну, фабричный набор и вот такая куцая резинка. В рукавах на манжетах по горловине у меня вообще будет другая история. У меня здесь будет стойка. То есть не как в оригинале резинка. Я не хочу вот эту резинку стойку иметь. У меня здесь будет, ну, как у бомбера, такая укороченными рядами. В общем, потом покажу. Я вообще вот на манжетах предпочитаю по низу видеть вот такую резинку. Это двойная горловина. У нас есть отдельный ролик на канале, где я показываю просто эту обработку. Это старый ролик, там ему уже года 4, наверное, назад я показывала, как можно кетлевать низ изделия, там манжеты, горловину без иглы, то есть с помощью крючка, да. И потом уже, кстати, потом уже на всех каналах это все появилось, сейчас везде есть. А когда я эту горловину делала вот на той пряже, ну, я подарила эту круглую кокетку, у меня ее нету. Я тогда бросила вечером и хотела ее распустить. Я подумала, не в том порядке я ее начала делать. А потом даже плюсы свои нашла. Она мне закрывает внутреннюю часть. Ну, в общем, посмотрите ролик, кому интересно. То есть я утром встала со свежими мыслями в голове, нашла решение, в общем, куда цеплять эту горловину. И она получается более пружинистая, не куцая. И если бы здесь была просто фабричная горловина, она бы выглядела по-другому. Кстати, я сделала апгрейд своим старым вещам. Ну, старым вещам это, оно не то чтобы старое, оно не ношенное. Это тоже авторская кокетка. Просто из простого участка я сделала просто шире, шире, шире. Нашла места, где можно расширяться. Здесь тоже была другая горловина. И я здесь переделала ее на вот такую двойную горловину. Смотрите, все я вывязала в ноль. Вот такой низ изделия. Но рукава мне не хватило, но видите, в ноль вывязывала. Но горловину я здесь переделала. Вот. То есть, когда я вот этот придумала, так сказать, да, надумала вот такую обработку двойной горловины, где кетлевочка у нас ложная, прям вот закрывает заднюю часть. А, вот эту ложную кетлевку, вот чего. И прилегание хорошее, и пружинистая она. В общем, я ее люблю, и она, мне кажется, вот не такой куцый, как просто фабричный набор. Также вот на такой ажурной кофточке, она у нас тоже на канале есть. Тоже я показывала, что я сделаю вот такую горловину. Мне вот она как-то лучше. И также по низу такой же. Здесь тоже не хватило нити. Я уже просто Ализе Дивы вот здесь вот делала. То есть внутреннюю часть делала Ализе Дивы. Выполняется она, вот это вот кетлевание делается крючком. И вот я от нее просто балдею. То есть когда вот такая хорошая обработка, и внешний вид изделия меняется. И, в общем-то, ну как-то вот она и пружинит, она как-то вот хорошо на горловине смотрится. Здесь именно я оставила такую резинку, ну, поскольку мне здесь не надо ничего утяжелять, и ниточку мне сюда вбухивать просто не хотелось. И, в принципе, мне здесь нужно было просто вот сантиметр, просто чтобы абы было. Вот и все. Ну, вроде как ничего не упустила. Сейчас, значит, в телеграм-канале закреплю вам информацию по кардигану. Я не знаю, что у меня выйдет, потому что вот у меня в разложенном виде 56 сантиметров. Я планировала 55, после стирки 56, да. Но когда я это надеваю, оно, конечно, все спускается. То есть у меня больше всего меня тревожит то, что у меня не ширина уползает, а длина уползает. Меня вот это больше всего в данном кардигане тревожит. Но зато я потом на другой ниточке все эти ошибки учту. И вам, те, кто еще не приступал, будут вязать на своих YouTube-каналах, прошу тоже вот это вот... Мне будет приятно, если вы упомянете меня и учтете это. Поскольку я уже, говорю, вижу выходы все с платных вот этих мастер-классов. Все это получается... Типа я так задумывала, да, вот у меня так все узко, потому что я так задумывала. Нет, скорее всего, это просто незапланированный такой сюрприз. Всем желаю легких петелек и самое главное, девочки, будьте здоровы.